Когда часы в замке пробили 3 раза, тяжелые дубовые двери в коридоре скрипнули так тихо, словно это был всего лишь порыв ночного ветра. За этим звуком не стоял ни один придворный стражник, ни слуга лакеи, а сама королева, выскользнувшая из спальни в темном шерстяном плаще, чтобы не опоздать к главному событию своей жизни. За ней шли еще 4 фигуры. Наследник в поношенном дорожном костюме без единого королевского знака, младшая принцесса, держащая на руках маленькую корзину, в которой прятался их пес, и жена верховного советника, укутанная в длинный шарф. Последним, словно привидение из другой эпохи, плыл сам король, его лицо было наполовину скрыто капюшоном, в руке он сжимал тяжелый мешок, наполненный тем, что осталось от королевских драгоценностей. На дворе бушевал сильный осенний ливень, стража у черного входа сбила зубы от холода, ведь весь день и ночь они ждали засады революционеров. Однако никто из них не ожидал, что самая настоящая угроза находится внутри. Семья, которой по долгу службы они были обязаны служить, как раз и была главной мишенью этой странной ночи. К лошадям, припасенным заранее в разрушенном амбаре у старой мельницы, королевская семья пробиралась, обходя сторожевые вышки, избегая лунного света и прижимая сына к себе так крепко, что его плащ промок до нитки в считанные минуты. За спиной в замке на высоком холме огоньки еще горели в окнах. Там шел обычный пир во имя нового урожая, пели, плясали и не подозревали ничего странного. Только кухарка, заметив, что нет привычного шороха от туфель королевы на каменной лестнице, зажала ладонью рот и не посмела никому сказать ни слова. На болоте, у самой границы, где кончается королевская земля, их ждал последний помощник. Безмолвный кучер по имени Джаред, который еще с весны готовил тайную тропу для бегства и держал под рукой заготовленные паспорта и мешочек с серебром. Королева не проронила ни слова, когда отдала ему перстень с фамильным гербом, положив его в карман на груди. Лошади, чувствуя спешку всадников, рванули с места так резко, что дорожная грязь брызнула на плащи беглецов. Несколько миль по старой тропе, и за спиной остались объятые туманом поля, болотные ветлы и тяжелый силуэт родового замка. Они ни разу не оглянулись, потому что знали, за любым окном может быть предатель, а за каждым окутанным тьмой перекрестком — ловушка. В лесу у границы их ожидал второй сюрприз. На подготовленной заранее поляне никого не было. Кучер в тревоге пробежал вперед, но ни костра, ни запасов, ни второго сменщика. В тот момент все в семье поняли. Кто-то раскрыл бегство, возможно, еще днем. Принцессу посадили верхом и приказали ни на что не оглядываться, сын крепко прижал руку к груди, в которой прятался старый дорожный нож. Не успели они миновать 2 мили по мшистому берегу, как вдали раздались крики. В королевстве были услышаны их следы. Но беглецы не остановились ни на минуту. Впереди была только непролазная чаща и зыбкое обещание безопасности за границей, где никто не знал их лиц. На рассвете, когда первый луч солнца едва тронул лесные вершины, королевская семья исчезла с земли, которую веками звала своей. Их больше не видели ни в городе, ни на деревенских ярмарках, ни даже в церквях, где раньше молились за их благополучие. Советники утром обнаружили исчезновение лишь по опустевшим залам дворца. Отпечаткам ботинок в залитой дождем глине да по отсутствию фамильной броши на портрете в основной галерее. В этот момент королевство еще не подозревало, что вместе с этим побегом исчезла не только семья, но и само их прошлое. Однако самые загадочные события только начинались, ведь спустя считанные дни исчезли все портреты, записи и даже случайные упоминания о былых монархах, словно никого и не существовало. Почти сразу после исчезновения семьи дворец наполнился странной суетой. Первым делом стража перерыла все комнаты, будто надеясь найти кого-то, кто прятался в камине или за ширмой. Но настоящая тревога началась только после приказа верховного советника лично пересчитать портреты в большой галерее. Солнечный свет пробивался сквозь холодные окна, освещая пустые места на стенах. Там, где еще вчера висели изображения правителей, сегодня остались только блеклые пятна на ковке. В комнате пахло маслом, пылью и паникой. За ночь исчезли не только портреты, но и подписанные таблички, старинные письма и даже гобелены с семейной символикой. Молодые лакеи подбирали с пола обломки рам и не решались ничего рассказывать надсмотрщикам, ведь среди слуг молва уже шептала о таинственных людях в черном, которые прошли через галерею еще до рассвета. Одна старушка горничная вся в слезах рассказывала, как слышала шаги. Тяжелые, размеренные, без попыток прятаться. Она пряталась за дверью каморки и видела, как мужчины в перчатках аккуратно снимают холсты, срезая с них даже печати. На полу осталась только золотая пыль и несколько обломанных гвоздей. В тот же день в городском соборе исчез фамильный витраж с изображением королевы. Хранилище монастыря было опечатано, а библиотекарь, которого назначили на дежурство, обнаружил, что целый ряд книг из раздела истории страны пропал без следа. Одна за другой исчезли рукописи монахов, гравюры, старинные карты и черновики летописей, где хоть раз упоминалось имя хоть одного монарха. Ближе к вечеру у парадной площади собралась толпа. Кто-то заметил, что в городском музее теперь пустует знаменитая витрина с мантией и короной.
Ворота были закрыты, а на дверях висел первый за многие годы государственный указ. На реставрацию. Не входить. Ночью на следующий день кто-то срезал гербы с городских ворот. В течение недели исчезли таблички с именами на фасадах. В трактирах лично приходили чиновники и требовали снять портреты правящей династии, заменяя их пустыми рамками. В некоторых домах, как вспоминали позже, под угрозой штрафа снимали с очагов иконки с выжженным гербом семейства. Даже у детей в школах забрали старые учебники и тетради, где шла речь о королевских праздниках и хрониках. Среди простого народа пошли слухи, что все работы проводит специальная команда. Никто не знал имен, но говорили, что приезжали они на черных фургонах без опознавательных знаков. По ночам эти люди проходили по улицам, заглядывали в лавки, на чердаки и даже на кладбище, выискивая любую вещь, напоминающую о бывших монархах. Однажды ночью местный художник заметил, как в его мастерской срезали полотно с давно написанным портретом королевских детей. Его потом так и не нашли, хотя избу прочесывали вдоль и поперек. Покупателям на рынках теперь запрещали продавать медали с изображением старого герба, а клейма на посуде и мебели выжигались горячим железом под слежкой новых чиновников. Даже стены в зале собраний перекрасили, скрыв под новым слоем краски фрески с изображениями военных походов и праздников при дворе. В архивах чиновники целыми днями вырезали страницы из хроник, прятали их в мешки и уносили через тайные коридоры, чтобы никто больше не смог их прочитать. Самое странное произошло на кладбище за городом. Там исчезли надгробия целого ряда фамильных склепов, и никто не знал, кто именно разобрал мрамор и вынес бронзовые таблички. Старый сторож пытался возразить, но его быстро заставили молчать. Через несколько дней другой сторож заметил, что даже семейный герб на главных воротах кладбища старательно стерли. Остался только след от когда-то вырезанной фигуры льва. Вся эта зачистка проходила так быстро, что казалось, кто-то заранее готовился к полному переустройству истории. За 2 недели исчезли все следы жизни королевской семьи, будто никто из них не рождался, не правил, не строил дворцов. Городская толпа теперь видела на месте главного монументального портрета только серое пустое пятно, и никто не решался спросить, куда делась королева с сыном на руках. Но люди замечали, что все, кто пытался сохранить хоть что-то от прежней эпохи, быстро исчезали из виду. Лавочника, который прятал монету с гербом, больше никто не видел. А библиотекарю, отказавшемуся сжигать рукописи, пришлось покинуть город под покровом ночи. Когда стертые портреты стали городской легендой, а в их бывших рамах отражался только пыльный свет, люди впервые поняли, что исчезновение семьи было только началом. Ведь за массовым уничтожением памяти всегда следуют слухи, появление странных документов и истории, которые начинают рассказывать в кухонных уголках только самым близким. Пока в домах еще доедали последние караваи из запасов на урожайный год, по всему городу уже шептались странные истории. Простой народ не переставал пересказывать из уст в уста ночные происшествия. Кто-то клялся, что видел, как из реки достали ребенка в королевском плаще. Другие говорили о женщине на рыночной площади, лицо которой скрывалось под черной вуалью, а перчатки были вышиты золотой нитью. За кухонными столами слуги, едва опуская голос, обсуждали, будто над семьей лежит древнее проклятие. Жрецы из лесных округов еще десятилетия назад предсказывали гибель династии, если в их доме случится предательство. В лавках торговцы вскользь упоминали, у новых властей на руках появились бумаги с чернильными пятнами, где якобы хранились тайные приказы бывших советников. Один старый переписчик рассказывал, что видел письмо с красной печатью, в котором говорилось о некой ночной жатве, тайной операции по удалению любого упоминания о королевской семье. Бумага была снята с полки в городской ратуше руками министра, которого никто до этого не видел в этих местах. По вечерам, чище у костра в трактире сидели странники, уверявшие, что именно министр, прибывший из столицы, держал связь с загадочными людьми в черных пальто и требовал отдать старинные летописи без лишних вопросов. В церкви служанка уверяла настоятеля, что слышала молитвы на неизвестном языке за закрытыми дверями старой ризницы. Говорили также о книге с кожаным переплетом, которую в ту ночь вынесли из собора. На обложке был выбит герб, а страницы пестрели символами, знакомыми только верховным жрецам. Отец Мори, единственный, кто еще помнил фамилию монархов, встречал у себя в исповедальне чиновников с приказом удалить из церковных книг все записи о крещении и венчании членов королевской семьи. От его старой полки с метриками остался лишь пустой след, спрятанный за треснувшей доской и покрытый толстым слоем пыли. На городской площади появились листовки, отпечатанные необычными чернилами, в которых говорилось «Всякая ложная память во вред народу». Да будет забвение. Люди не сразу поняли, о ком речь, но многие стали прятать старые письма, отрывать от ворот инициалы и сжигать на рассвете украшения с гербами, опасаясь разоблачения. Местные старухи подметили, что после каждой такой ночи по улицам собирали мешки с бумагами и тканями. Все это уносилось в хранилище дворца, куда попасть не могли даже самые доверенные слуги. Слухи о проклятии быстро сменились разговорами о заговоре.
Один молодой подмастерье утверждал, что слышал за стеной трактира спор двух высоких чиновников. Те обсуждали, как уничтожить главный лист, на котором когда-то собственноручно ставили подписи монархи и советники. Говорили даже, будто в глубине дворца нашли книгу с проклятием. На ее страницах переплетались кровавые нити и вырезанные имена. Эта книга исчезла в ту же ночь, что и портреты, и с тех пор ни один архивист о ней не вспоминал. Ведьмы из дальних селений в эти дни стали на расхват у новых богачей, каждый из которых боялся оказаться причастным к затмению династии. Их нанимали для обыскивания домов на предмет старых иконок и амулетов, связанных с бывшей семьей. Один из купцов в приступе паники приказал перековать все свои серебряные монеты, чтобы на них не осталось признаков прежнего времени. Ближе к окраине, возле старой мельницы, местные сторожа нашли в земле сверток с письмами, написанными торопливой рукой. В каждом из них упоминалось о тайном собрании дворян, которые еще хранили верность изгнанным монархам. Эти письма тоже исчезли, а всех, кто был замечен рядом, вызвали в городскую управу, где с ними проводили длинные беседы за закрытыми дверями. По ночам дети теперь пугали друг друга историями о проклятых фамильных кольцах. Мол, тот, кто решит оставить у себя хоть одну реликвию, непременно исчезнет так же, как и бывшая династия. Старая учительница рассказывала, что однажды увидела на столе директора школы список учеников с пометкой «Удалить фамилии, связанные с наследием». Она пыталась возразить, но к утру ее кабинет уже был опустошен, а со стен исчез даже классный журнал. В некоторых домах по-прежнему находились те, кто пытался вести дневник и собирать вырезки с именами изгнанных монархов. Но всех их рано или поздно заставляли замолчать, либо угрозами, либо странными исчезновениями по утру. Самым храбрым удавалось пересказать свои истории только в шепоте, передавая их новым поколениям под видом старых страшилок. Так, когда старинные предания слились с бюрократическими приказами, а шепот в переулках заглушил звон колоколов, одни утверждали, что за зачисткой стоит закулисный заговор, другие, что это дело темных сил, обрушивших старое поколение как наказание за гордыню. Впрочем, в городе никогда не забывали. Каждый слух, каждая украденная бумага и каждое исчезновение было лишь прелюдией к тому, что вскоре появятся те, кто захочет вернуть себе утраченное имя, заявив вдруг, что именно они – потомки исчезнувшей династии. Пусть даже правду уже почти невозможно отличить от выдумки. Первые новости о появлении самозванцев пришли едва ли не раньше, чем исчезли последние следы былой династии. На базарной площади, где раньше собирались стражники с приказами монархов, теперь разносился слух о человеке в пурпурном плаще, который прошагал сквозь город под взглядами толпы, не снимая маски с лица. Его сопровождали двое молчаливых мужчин, одетых как придворные. Некоторые клялись, что этот человек не мог быть обычным странником. Походка монаршая, кольцо на руке точь-в-точь, как у наследника, а голос напоминал речь того, кого городского люд никогда не забывал. Несколько торговцев уверяли, новый властитель прибыл вернуть себе трон, и по улицам тут же прошел шепот страха. В тот же вечер у одной из городских таверн появился всадник на гнедом коне. Его лицо скрыто капюшоном, а на плаще серебряная вышивка, забытый королевский герб. Он вел себя так, будто двор принадлежал ему по праву, бросил золотую монету на стол трактирщику, заказал кувшин вина и объявил себя сыном королевы. За ночь с ним хлопотали более десятка слуг, и только утром кто-то обратил внимание. Его перстень вблизи оказался фальшивкой, а руки в старых шрамах, будто от работы с лошадьми, а не от чернильных перьев. К полудню новый принц исчез из города, оставив за собой лишь разговоры среди испуганных слуг. Спустя несколько недель подобные истории множились. Вдалеке от столицы, в западном приграничном городке, к местному нотариусу пришла пожилая женщина, вуаль скрывала лицо, а с собой она принесла свиток с королевскими печатями. Представилась вдовой монарха, рассказала о бегстве из дворца и попросила приюта. Нотариус не поверил ни слову, но уже к вечеру военный патруль обошел все дома, где та могла бы укрыться. Женщину больше не видели, а ее свиток вскоре оказался в руках новых чиновников, которые объявили его подделкой. К весне в королевстве стало опасно носить даже одежду с шитьем, хоть как-то напоминавшим о старом времени. И все же в трактире на главной площади вдруг появился молодой парень с выправкой королевского учителя. Он показывал старые письма, уверял, что был внебрачным сыном короля и требовал публики. За спиной у него стояли двое с лицами бродяг, зато под рубахами у обоих цепи с медальонами в форме королевских ключей. Приезжие, углядев в молодом человеке знакомые черты, подталкивали его к публичному заявлению. На следующий день на улицах заметили, как его сбросили в повозку с соломой и увезли прочь. Ни его, ни его спутников больше не видели. В деревнях на окраине объявились еще двое. Женщина с лиловым платком и мальчик лет 8. Она рассказывала старухам подслеповатым, что ее сын – законный наследник, что у него на плече родимое пятно в форме короны. В течение ночи в доме хозяйки, где остановились беглецы, появился десяток вооруженных людей. На следующее утро в комнатах остались только следы от сапог на половиках да разбитый кувшин на окне.
Говорили, что мальчика увезли куда-то на запад, а женщина исчезла в тумане на рассвете. Особый страх вызывали появившиеся по всей стране письма с сургучными печатями. В каждом из них просьба о поддержке, подпись будто бы рукой самой королевы, упоминание о скором возвращении династии и точные даты тайной коронации. Власти быстро объявили все письма ложью, а каждого, кто хранил у себя такой документ, вызывали на допрос. Самое удивительное, что почерк менялся от одного письма к другому, а некоторые наследники лично приходили к богатым семействам делать клятвы верности, показывая якобы фамильные реликвии. В одной из дальних провинций даже пытались устроить коронацию. Группа людей собралась в старой церкви, двое монахов вынесли из-под пола потускневший венец, а их король, высокий мужчина в длинном плаще, не смог назвать даже имен советников из прошлого двора. Обряд прервали солдаты, и вся церковь оказалась под замком. Короля отправили под стражу, венец исчез, а участников заставили принести присягу новому порядку. В самых бедных кварталах промышляли мошенники, предлагавшие за звонкую монету узнать судьбу семьи по якобы сохранившимся бумагам. В каждом третьем доме теперь кто-то мог показать крошечный портретик, якобы уцелевший из старых времен, предложить купить кольцо с гербом или даже выдать себя за глашатая из дворца. Но те, кто пытался всерьез доказать свою королевскую кровь, исчезали быстро. Тех задерживали и вывезли за город под покровом темноты. Постепенно в королевстве начали верить. Настоящий монарх, если он и жив, не выйдет на площадь и не объявит себя всенародно. Появление десятков двойников окончательно запутало следы, а воспоминания о семье смешались с ложью, слухами и отчаянием. Но даже когда город устал от переодетых принцев и королев, кое-кто не терял надежды разгадать, что же стало с настоящими членами династии. Говорили, что ключ к загадке спрятан в потерянной тетради придворного слуги, а следы подлинных событий еще ждут своего часа, чтобы выплыть наружу. Когда последние двойники исчезли из города, слухи о настоящей судьбе монархов на время стихли, но лишь до тех пор, пока в архивах замка не разразился новый скандал. Ближе к середине осени, когда в королевстве уже забывали, как выглядели настоящие члены семьи, появился человек, имя которого не повторялось ни в одной летописи, низкорослый архивариус в потертом жилете. Он копался в старом подвале, где раньше хранили посуду для банкетов, и там, под слоем грязи и паутины, нашел металлический ящик с проржавевшим замком. Ключ нигде не подходил, пришлось выламывать крышку железным ломом. Внутри, среди обрывков ткани и чернильниц, лежала толстая тетрадь, перевязанная синей лентой. Дневник, написанный размашистым, но аккуратным почерком. Тетрадь принадлежала придворному слуге, человеку без фамилии, который всю жизнь жил между кухней и гардеробной королевских покоев. Его называли просто Оскар. Ни один учебник, ни один официальный документ не упоминал ни слова об Оскаре, но почерк его был знаком старым поварам и прачкам, так как он часто оставлял короткие заметки на дверях кладовых. В своем дневнике он детально описывал каждый день, начиная с весенней уборки в покоях до последней ночи перед исчезновением семьи. Первые записи были полны быта. Кто и когда приносил завтрак, сколько дров ушло на растопку каминов во время апрельского похолодания, какие цветы стояли в вазах на столе королевы. Но дальше начинались куда более странные строки. Под шапкой обычных заметок вдруг появлялись короткие фразы, написанные другим цветом. Сменили замок на тайном коридоре. Готовить 4 дорожные сумки, не спрашивать ни о чем. Джаред велел молчать, если спросят о хлебе на завтра. В середине тетради были зашифрованные записи. Часть слов была написана зеркально, часть в виде странных символов и сокращений. Архивариус обратился к старым учителям грамоты. Те во главе с местным переписчиком часами ломали голову, пытаясь расшифровать загадочный текст. Оказалось, что это были коды для передачи важных сообщений между слугами, чтобы Верховный не услышал. В одном из посланий прямо говорилось о том, что в погребе хранится сменная обувь для семьи, а в подвале за каменной плитой спрятаны запасные документы. Особенно ценной оказалась запись, датированная ночью перед побегом. 3 удара часов и слушаю скрип в коридоре. Королева прошла, не оглянулась, мальчик держит корзину, Кэролайн рыдает. За дверью Джаред держит фонарь, никто больше не дышит. Потом шума не стало. Считаю шаги до порога, беру плащ, закрываю за ними дверь. В зале гаснет свет. Эта короткая, но точная запись совпадала со всеми слухами о побеге, подтверждая, что именно Оскар был последним человеком, видевшим семью в замке. В приложении к дневнику лежал маленький конверт с засохшей травой и обрывками ленты. Оскар написал: «Для защиты, чтобы не нашли». Около десятка страниц посвящено странным ночным визитам. Кто-то в темных плащах приходил в замок за несколько дней до исчезновения монархов. Слуга упоминал, что лично видел, как эти люди выносили через черный ход опечатанные ящики, а потом возвращались с пустыми мешками. В дневнике встречались и имена новых советников, и описание их привычек. Кто-то ел только печенье с медом, кто-то всегда надевал сапоги даже ночью. Самое удивительное. Оскар описал тайник в стене между 2 спальнями, где королева оставила маленькую записку.
Архивариус вместе с новым хранителем ключей дворца несколько дней искали этот тайник и, наконец, нашли каменную плиту с выщербленным гербом. За ней еще один клочок бумаги. Уходим навсегда, не искать. Берегите пса. Подпись инициалами королевы. Этот листок немедленно изъяли новые власти, но работники знали, что видели нечто бесценное. После обнаружения дневника по всему дворцу начались новые обыски. Власти искали еще какие-то следы, но кроме пары оброненных ключей ничего не нашли. Зато благодаря записям Оскара удалось узнать имена тех, кто помогал семье на последнем этапе бегства. Двое из них вскоре исчезли. Говорили, что их увезли ночью в серых фургонах за городские ворота. В городе новость о найденной тетради молниеносно распространилась. Переписчики пытались сделать копии, но за этим строго следили стражники. Тем не менее, несколько страниц попали к старым друзьям семьи, которые прочли их вслух на тайной встрече в подземелье бывшей ратуши. На этих листах точные списки вещей, взятых в дорогу, а также заметки про фамильную брошь и мешочек с серебром, которые отдали кучеру Джареду. Когда слух о дневнике дошел до чиновников, они поспешили заявить, что записная книжка всего лишь выдумка и слепая фантазия одного из слуг. Но слишком многие уже запомнили описание побега, тайников и последний путь семьи в лесу. Несколько старых служанок, читавших строки Оскара, навсегда запомнили слова. Никто не оглядывался. Все шли вперед, будто за спиной не дом, а чужая тень. Пока власти пытались уничтожить остатки прошлого, в переулках начали шептать: кто найдет второй дневник, тот откроет все тайны исчезновения. И только самые внимательные знали. Следы монархов еще остались в самых неожиданных местах, под толстым слоем пыли, между невычитанными строчками чужих дневников, под безымянными камнями на старом кладбище. Но даже после всех этих находок город надолго погрузился в особенную тишину, и только на старом кладбище за северной стеной кое-что продолжало напоминать о прошлом. Прежде у семейных склепов всегда стояли вычурные памятники, мраморные львы, бронзовые венки, фамильные плиты с датами, вырезанными золотым резцом. Теперь же на месте бывших надгробий голая земля, добела отполированная ветрами, без единого подписи. Прежний сторож еще помнил, где чей склеп, он хранил у себя список захоронений, но после особого ночного визита этот список исчез, а самого сторожа отправили в другое село по состоянию здоровья. Новый хранитель не знал даже имен, все, чему его выучили. Убирать листья и не пускать чужих ближе, чем на 10 ярдов к северному участку. В один из октябрьских вечеров к кладбищу пришла женщина в темной накидке, долго стояла у пустого места среди старых дубов. За ее спиной двое мальчиков, мальчишки из соседней деревни, спорили вполголоса. Раньше здесь стояла плита с гербом королевской семьи, но теперь ничего, ни камня, ни даже следа. Женщина молча бросила горсть земли туда, где когда-то хоронили младшую принцессу, вынула из кармана крошечный медальон и положила его на рассыпающуюся землю. Она ушла не оглядываясь, а на следующее утро на этом месте прогнали любого, кто пытался приблизиться. Медальон исчез бесследно, а все следы свежей земли разровняли так, что никто бы и не догадался. Здесь был хоть кто-то. В городских архивах тем временем разгоралась новая охота на прошлое. Молодой подмастерье, которого наняли реставрировать древние книги, случайно наткнулся на толстую папку без подписи. Внутри вся десятки пустых листов, но на самом корешке сохранился едва заметный оттиск фамильной печати, стертый пальцами до неузнаваемости. Он показал находку старому архивисту, тот только покачал головой и велел немедленно вернуть все на место. Подмастерье сделал вид, что повинуется, но несколько пустых листов все же спрятал у себя. Позже он рассказывал приятелям. На одном листе в ярком солнечном свете проявлялись строки: «Не забывайте наше имя». Мы еще вернемся. Лавочники в центре города теперь опасались хранить даже посуду с гербом прежнего времени. Бывалый торговец по ночам прятал медные кружки под половицей, а потом, испугавшись обыска, выбросил их в реку. Каждый раз, проходя по старому рынку, люди вспоминали: вот здесь раньше висел герб, а там каменная плита с датой коронации королевы. Теперь в этих местах торговали тканями и хлебом, ни один торговец не осмеливался даже намекнуть на старую фамилию. Среди учителей городских школ случился негласный спор. Один старик еще хранил в столе крошечную записку. В ней было перечислено 7 монархов, чьи имена больше нельзя было произносить. Он показывал ее только самым доверенным ученикам, но затем она исчезла. Кто-то донес. После этого учителя отправили в отпуск, а его кабинет быстро опустел. Школьная библиотека за неделю лишилась десятка старых книг, страницы сгенерировали новыми чернилами, аккуратно вырезав все имена и годы правления. Рассказы о забытых монархах теперь существовали только в шепоте. Лавочники передавали друг другу байку, мол, если ночью 3 раза обойти дом бывшего придворного трибуна, услышишь, как кто-то шепчет фамилии королей. Однажды ночью пара смельчаков попыталась это проверить, но в доме оказалось пусто, а на окне остались только следы пыли, будто кто-то недавно провел по стеклу ладонью.
Слухи разрастались, будто бы в самом подвале городской управы хранятся старые таблички с именами монархов. Только никто не в силах их найти, ведь вход в архивы строго заперт и доступен лишь новым чиновникам, ни разу не служившим при прежней семье. В одном из бывших королевских скверов рабочие реставрировали фонтан. При раскопках наткнулись на сверток с золотым пером и засохшей лентой. Легенда гласила, что это подарок последнему монарху от тайной поклонницы. Рабочий, нашедший находку, быстро спрятал перо, а на утро в сквере появилась бригада с приказом ничего не трогать, все передать начальству. С тех пор фонтан больше не ремонтировали, а перо исчезло из разговоров горожан. По старым улицам начали проходить новые ночные стражники. Они с фонарями заглядывали в подвалы, проверяли чердаки, выносили мешки с бумагами и сворачивали старые ковры. Каждый раз исчезали еще какие-нибудь мелочи. Замшелые фамильные пуговицы, забытый портсигар с гравировкой герба, даже кусочки мозаики из пола дворцовой кухни. Когда работники столярной мастерской однажды нашли под слоем пыли деревянную шкатулку с выжженной буквой «К», ее забрали в архив сразу, как вещдок по особому распоряжению. Вся память о династии растворялась буквально на глазах. Старики рассказывали, что больше никто не пытался отпраздновать день рождения прежней королевы. Дети во дворах больше не играли в монарха и стражу, а на месте былой сцены для праздников теперь строили новый рынок. Вечерами, когда город окутывал туман, по закоулкам шли только те, кто еще хранил память о прошлом. Они передавали друг другу обрывки писем, кусочки ткани и затертые монеты, опасаясь быть замеченными. На закате над городом изредка слышался колокольный звон, но даже этот звук, казалось, не напоминал больше о славе старых дней, а тянул за собой только легкий шепот. Местные шутники бросали фразу «Осторожно, если слишком громко вспомнишь имя, исчезнешь, как они». И никто не спорил. То, что когда-то было великим именем и историей целого королевства, теперь превращалось в пустые могилы, стертые документы и обрывки ночных разговоров. Память о монархах жила лишь в случайных находках. Засохшем цветке, выброшенном медальоне, недописанной строчки в забытом дневнике. Но даже самые молчаливые архивы иногда продолжают шептать. Быть может, когда-нибудь кто-то снова услышит эти голоса и вспомнит, как целое королевство могло разом забыть своих правителей, словно их никогда и не было.